Всем привет, друзья! Наступают теплые дни, и все начинают выбираться на природу со всякими мангалами, на какие-то шашлычки, купаты там и вот это всякое вкусное. И вот перед тем, как начать видео, я хочу сказать очень важную вещь. Всегда оставайтесь людьми, убирайте за собой, никогда не разжигайте костры там, где этого нельзя делать. И при возможности пользуйтесь вот такими мангалами. Все-таки помните, что после вас сюда придет кто-то еще. И всегда приятно приходить в чистое место. При таких вот выездах вам придется столкнуться с некоторыми сложностями. И первая сложность это обычно собрать всех своих друзей, которые почему-то с первого раза не собираются, да? Вторая сложность для некоторых может стать это розжиг костра. Согласен, многие могут это сделать с помощью одной спички и вообще не считают это проблемой. А для многих это может стать каким-то прямо челленджем или испытанием. И сегодня я хочу вам показать, как это сделать правильно. И так, чтобы было веселее, мы попробуем разжечь костер с помощью квадрокоптера и вот такой портативной батареи со встроенным вентилятором. Ну, правда, это не документированная функция, но идея-то неплохая. Обязательно берите с собой бумагу для розжига. Газеты, салфетки, хоть туалетная бумага. Главное, сухое и чистое. Постарайтесь подготовить не только сами дрова в брикетах, а и мелкие щепки. Они быстрее занимаются и начинают отдавать тепло на большие дрова, которые тоже выбирайте внимательно. В сезон их порой продают влажными. Или можно воспользоваться вот такими супер-роллами или каким-нибудь сухим горючим. Не пользуйтесь жидкостями для розжига, что бы там ни писали на упаковке. Мало того, что эффект от них на практике меньше, чем обещают, так еще и запах. Дрова могут отдавать его на еду, и шашлыки будут со вкусом этой жидкости. Реальные способы намного эффективнее и безопаснее. Для того, чтобы сделать любой костер, будь то шалашик или колодец, нам нужно создать эпицентр розжига. Для этого у нас есть бумага. Комкаем ее и центрируем. Сверху мы кладем щепки, а если их нет, то смотрите вокруг. Наверняка где-нибудь есть сухая трава или какие-нибудь ветки. В идеале иметь с собой топор и сделать щепки прямо на месте. Для этого либо колем крупное бревно, либо делаем вот так сказать, настругивая щепки. Обкладываем все это дело более крупными бревнами и поджигаем бумагу. В идеале бумага даст температуру щепкам, они схватятся, и вот тогда можно подкладывать более крупные бревна. Шалашиком или колодцем, зависит от мангала. Я вот, например, это делаю так. Самое забавное то, что мы поехали показывать вам, как правильно поджигать костер, но не взяли с собой ни спичек, ни зажигалок, потому что никто не курит. И я пошел тут у охранника взять спички, он сказал: я не курю, у меня есть одна спичка. Теперь нужно обеспечить хороший поток воздуха в эпицентр костра, так чтобы пламя разгоралось быстрее. Можно просто подуть, но вы же помните про эти штуки? Правда, надо быть аккуратным, следить за тем, чтобы коптер не загорелся. Ну и от такого ветра мелкие щепки начинают лететь во все стороны. Способ быстрый и эффективный, но требует соблюдения пожарной безопасности. Со стороны это, конечно, смотрится максимально странно. Второй способ — вот такая портативная батарея со встроенным вентилятором. Она дует направленным потоком, который мы концентрируем внутрь костра. На практике это реально удобно и быстро. Причем я не раз видел, как во всяких шашлычных раздувают угли феном. Принцип тот же, только вот он портативный. Так ко всему прочему, эта портативная батарея на природе точно пригодится. Емкость 6000 мАч. Можно и смартфон зарядить, и планшет, и костер быстрее развести. Все-таки на открытой местности зарядиться другим способом не получится. А включая музыку со смартфона или планшета, заряд утекает намного быстрее. Так что must have. Ну, а если вдруг станет жарко, то можно и остудить себя, подуть на лицо. Но все-таки вариант с костром как-то поинтереснее. И телефон сразу заряжается. Штука на самом деле крутая. И что самое интересное, она
компактная, и вот так вот неожиданно можно применить этот функционал. Вообще существуют USB-вентиляторы типа Xiaomi, но они дают не направленный поток воздуха, а просто во все стороны. Поэтому действительно, может быть, охладить свое лицо жарким летним днем можно, а вот использовать его в качестве раздувала для костра точно не получится. Поэтому это в своем роде уникальное устройство. Если вас заинтересовала такая батарейка, я оставлю в описании ссылочку на нее, там, где ее можно посмотреть, узнать стоимость и, собственно говоря, успеть купить до вот этого всего прекрасного. Желаю всем хорошо провести время на ближайших праздниках, маевках, пикничках и прочего. И помните, соблюдайте технику безопасности. Костры в мангалах убирайте за собой, и портативную батарею в костер не кладите. Все-таки это портативная батарея, и от нагревания может что-то пойти не так. Но она-то, в принципе, и с расстояния нормально работает, поэтому я ее, правда, включить забыл. С расстояния она тоже нормально работает, поэтому опускать ее прямо и ложить в угли просто нет необходимости. Ставьте лайк к этому видео, подписывайтесь на канал, также наши страницы в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, Instagram. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока!